Всем привет! Сегодня у нас не очень хорошая погода, но очень хороший автомобиль. И хочется начать сначала с истории этого автомобиля. И стоит сказать спасибо за него сэру Джиму Рэдклиффу. Это человек, который спонсирует Mercedes в Формуле 1, если знаете. Это человек, который поставил сюда двигатель и коробку от BMW. Это человек, который хотел купить права на Defender, но ему их не продали. И это человек, который после этого взял и создал вот это. Ineos Grenadier. Самое интересное, что это абсолютно утилитарный автомобиль, и все, чем сейчас пользуются маркетологи, а именно большие дисплеи, комфортные массажные кресла и все остальное, всего этого здесь просто нет. Потому что он придуман не для этого, и контингент этого автомобиля совсем другой. Естественно, это нишевый продукт. Мне очень интересно, что будет с ним потом в рестайлингах и прочее. Говорят, что готовят какую-то электрическую версию. Но я знаю, что оттолкнет массового покупателя от этих автомобилей. И сразу хочу сказать про цены. Сегодня у нас 2025 год. Автомобили 2024 года стоят примерно 75. Мы в Нью-Джерси. Это информация от дилера, а не откуда-то там выдуманная. А автомобили 2025 года начинаются от 81 тысячи долларов. Это очень много за такой автомобиль, который предназначен для каких-то экспедиций, но при этом в котором не очень много комфорта. Тут уже, конечно, сразу видится Toyota, которая в свою очередь может очень много напихать этому автомобилю с точки зрения комфорта. Но с точки зрения внедорожных возможностей она не сможет сделать, скорее всего, ничего, потому что здесь есть абсолютно все. Блокировки дифференциалов, пониженные передачи, неразрезные мосты. Все, что нужно для оффроуда, здесь уже есть. Плюс его можно всячески редактировать, изменять. В общем, что-то я заболтался. Давайте детально смотреть. И первое, куда мы посмотрим, это под капот. Дефорсированный на 282 лошадиные силы B58. Все это компонуется автоматом 8-ступенчатым ZF. Этот двигатель известен по BMW X5, BMW X7, Toyota Supra, да много куда он ставился, но при этом он дефорсирован, чтобы больше было внедорожных возможностей, тяги, ну сами понимаете. Автомат очень надежный, очень хороший, также на многие автомобили ставился, там и Grand Cherokee, и чего только нет. По технике вам этот автомобиль знаком, хоть он и очень новый, и по сути о нем вы ничего не должны знать. Естественно, никто ничего не скрывает, везде есть какие-то шильдики от BMW также, и они тут приняли, как вы понимаете, не самое маленькое участие в создании этого автомобиля. Кстати, конкретно вот этот вот автомобиль, который я вам сейчас показываю, это вообще комплектация уже за 90 тысяч. Она именно внедорожная, они как их разделяют комплектации? Какие-то просто для города, для обычной езды, там по дорогам, трассам, а другие именно уже заряженные под бездорожье, вот со всякими вот такими вот металлическими вставками. В общем, УАЗик на максималках. Про внешность ничего особенного говорить неохота, это максимально взято с Defender. Насколько это было возможно. Но оптика стоит современная, это LED-оптика, а не какие-то там обычные лампочки. Элементы современности, они присутствуют, но очень-очень ограниченно. Лично мне вживую этот автомобиль понравился. Я не знаю, как вам, напишите свое мнение в комментариях. Производством мостов занималась итальянская компания, которая в свою очередь занимается производством компонентов для сельхоз и для военной техники. А это важный момент. Немаловажный момент и в том, сколько может буксировать этот автомобиль, и это 3,5 тонны. Если вы просто посмотрите сбоку на этот автомобиль, вы сразу увидите огромное количество деталей, которые вы можете использовать по назначению. Например, сюда можно вставлять крючки или крепления для того, чтобы закрепить лопату, что-то еще. Все, что вы в своей экспедиции захотите, и не только в экспедиции. Интересный момент, что сверху здесь за эту часть мы можем прикрепить рейлинги. Это все очень надежно, красиво и хорошо выглядит. Но здесь мы также можем подвести сюда электричество. Грубо говоря, вы можете сделать вывод на Sony PlayStation, поставить на крышу какую-то палатку и сидеть там играть. Первое, что я хочу сказать про салон, и я не могу от этого отказаться, извините, это просто самый максимальный просчет. Почему вот эту верхнюю часть селектора КПП обязательно было ставить от BMW, если справа у нас работа с блокировками и такой вот абсолютно подходящий сюда стиль селектора. Угу. Это абсолютно здесь никак не сочетается. Я надеюсь, в рестайлинге это точно сразу уберут. Если вот эти вот кнопки управления мультимедийной системой BMW еще окей,
то вот это совсем нехорошо. И второй элемент, который я считаю явным просчетом, это панель приборов, точнее отсутствующая панель приборов. Чем-то мне это напомнило Nissan X-Trail, и кажется, у Nissan это был не очень удачный опыт. Владельцы Ниссанов года 2006, 2008, 2005, напишите, нравилась ли вам ваша приборная панель. В салоне много места, кожаные сиденья, но это у нас одна из максимальных комплектаций. Более простых будет просто ткань. Ключ не отстает от общей стилистики автомобиля, он очень простой, складной. Всего 3 кнопки: открыть, закрыть и посигналить. Насчет посигналить можно сразу перейти к рулю. Диапазон регулировок у рулевой колонки очень хороший, но механические регулировки, обычный сигнал, такой приглушенный сигнал, управление круизом. Ничего особенного, круглый хороший руль. Говорят, что это форточки. Какие форточки? Это целый люк. И у водителя, и у пассажира. Вот видите, здесь у нас только индикация, больше ничего нет. Дисплей, на нем не так много информации, но он был обязателен, потому что иначе как вы узнаете вообще свою скорость и прочую информацию. Подключить телефон Android Auto, Apple CarPlay можно. Здесь уже нас хотя бы не заставили страдать. Радио, это все работает достаточно медленно. Обычно сюда вставляются часы, а здесь у нас компас, угол наклона, высота, дефлекторы. И мы переходим ниже. Полностью управление климат-контролем, подогревы сидений, аварийка. Вот что за аварийка? Просто с какими-то железными элементами не промажешь. Захочешь случайно попасть кулаком, не попадешь, но вот таким образом все работает, все на кнопках. Ручник. Какой приятный звук. И переходим на авиационную панель. Все на шестигранниках. Вот сюда вы можете подключить любое питание, хоть чего. Очень огромные возможности для кастомизации. Оффроуд мод, горы, брод, блокировка дифференциалов, размеры автомобиля. Вот эта часть металлическая верхняя, это просто супер. Ничего лучше и более брутальней я не видел. С пассажирской стороны есть ручка, которую мы можем подергать. И здесь есть ручка. Бардачок, я не знаю, зачем он нужен, но чтобы там собиралась грязь во время оффроуда. Мне кажется, я в УАЗике, но на максималках. Я вот не в гелике, я в УАЗике, но очень хорошем, качественном и, главное, очень дорогом УАЗике, что тоже немаловажно. Задний ряд. Здесь не очень много интересного, но очень много странностей. Например, отсутствие подлокотника. Как в автомобиле для экспедиции нет подлокотника и нет подстаканников сзади. Только если он рассчитан на каких-то 2 людей, а не 4 там, или 5. Не знаю, это достаточно странный момент, но отсутствие каких-то сеток и карманов объяснимо, потому что здесь все для того, чтобы это быстро, легко помыть, не испортить кожу, ноги, грязь, палатки, крючки и все остальное. 2 выхода USB и Type-C одинаковые, чтобы и то, и другое. Обычная 120-вольтовая розетка для Америки и дефлекторы. Все очень дубовая в хорошем смысле этого слова, но почему-то у нас белый потолок. Крепления какие-то есть, но потолок-то белый нам. Куда он? Куда нам белый потолок? Напомню, у нас комплектация именно уже заточенная для оффроуда. Еще очень важный момент. Всю машину вы можете просто вот так убрать коврик. Везде есть сливы. Вы можете просто из шланга мыть этот автомобиль. Сейчас я смогу поднять? Да, смогу. Видно? Угу. А в остальном второй ряд не очень интересный, но здесь достаточно много места. Чуть комфорта сюда добавить бы стоило, как минимум, какие-то подстаканники. Еще вот такие крючки здесь есть на втором ряду. Как вам цвет, кстати, мне очень нравится. Пластиковые накладки, такое трофи. Сзади запасное колесо, оно чуть смещено, потому что 2 двери. Как я уже говорил, сверху мы можем установить палатку. У нас есть полноценная лесенка, фаркоп, буксировочные петли. Огромное количество места. Сам автомобиль весит более 2,5 тонн, по-моему, 2600 с чем-то. Вес серьезный, как вы понимаете. Пол в багажнике. Вот эти накладки, как на втором ряду я вам показывал. Вот мы их прямо отцепить можем, но мы не будем сильно отцеплять. Опять куча крючков, проушин. Вот такие элементы мы можем сделать и на двери автомобиля. Там у нас такие же крепления есть. Во время экспедиции вы же будете чем-то интересным заниматься, о чем не должна знать ваша жена. Вот это туда уберете, и все у вас будет хорошо. Все.
возможность модернизации багажного пространства, я думаю, не требует каких-то дополнительных отдельных слов. Здесь все и так понятно. Посмотрите на заднюю часть сидений. Она тоже вся закрыта. Можете рыбу кидать в них, и ничего не будет. Хотя с той стороны у вас будут прекрасные Recaro сиденья с ровной строчкой и кожаные. Не знаю, насколько это для вас сочетаемо, но так можно сделать. Но если не нравится, обычные тканевые в любой момент, пожалуйста. Мне понравилось. Я надеюсь, вам тоже. Пишите в комментариях, как вам. И вот здесь вы точно не сможете написать, что это какой-то не мужской автомобиль и раньше было лучше. Раньше было дешевле, но точно не лучше. Всем пока.